Вот такое одноколесное и военное. Да в дизайнерском смысле, конечно. Транспортное средство получилось. Помнишь, я рисовал свои планы в 3D-программе? И вот с помощью Владимира я реализовал мысль в материальный объект. Привет, здравствуй, мой друг. Конечно же, это только план А, чтобы посмотреть, а смогу ли я управлять таким средством. И вообще, работает оно из переделанного гироскутера. Мой план Б подразумевает, чтобы сделать орбитального гиромономонстра с колесом 26-28 дюймов. Вам интересно, как он был собран и как я учился на нем кататься? А давайте покажу. Металл от убитых офисных кресел подойдет как-никак кстати, но не покупать же его. Перемещаемся к Владимиру в мастерскую, прихожу я с чертежами, только в своей голове, так что нелегко ему приходится разгадывать мои мысли. А что же я вообще хочу собрать? Технически на первый взгляд стороны, а в реальности сложно осуществимы. Приходится разгадывать и внедрять свои доработки Владимиру. Ох, и сложно, наверное, ему со мной возиться. Можно было выточить новый центральный вал, но Владимир решил сделать из уже имеющегося. Диаметр оказался меньше, чем нужно. И вот таким способом, как оказалось, можно нарастить недостающие пару миллиметров. Скажем так, поднять металл. Вот и все. Теперь осталось только впрессовать статор прямо в станке. Кто считает, что токарным станком пользоваться очень легко, а давайте покажу настройку на нарезку резьбы. 35, 105, 120, 60. Считается не так. 35, 105, 120 должна стоять вот это она. А 60 должна стоять тут. Первый столбик из трех. Вот это. Раз, два, три. Видишь? Потом переключить направление резания правой резьбы. Это 3. И оно, в принципе, на резьбах и стоит. Вот. И теперь 1,5 у нас где? У нас на цифре 5. Вот здесь надо считать 5 дырочек. Это называется коробка Нортона. Вот. Там внутри шестерни, елочка по возрастанию идут. Все. Не знаю, учат ли сейчас в школах на уроке труда пользоваться токарным станком. Нас, например, в школе учили, но не помню, чтобы мы проходили нарезку резьбы именно на токарном станке. Насколько я помню, мы нарезали резьбу по внешнему радиусу детали плашками. Резьба всегда чуть-чуть поднимает диаметр. Точный диаметр отверстия, например, 14 мм, просверлить у тебя вряд ли получится. Так что для меня тоже было школой. Например, отверстие сверлится около 13,5 мм, после чего до точных размеров доводится вот такой разверткой. Ну, в общем, тут еще не 1 час работы с металлом. Можно сказать, что не я сделал этот проект, а все-таки большинство идей, токарных работ, каких-то нестандартных подходов принадлежит Владимиру. А может быть, попросим открыть видеошколу по обработке металла Владимира? Скажем так, для начинающих. Как ты считаешь? Пиши буквы под видео. Да, колесо зачетное получилось, а вот педали, на мой взгляд, очень жидкие. Оставлю ссылку на них под видео, вдруг кому интересно будет. Прикупить их. Это колесо я применю еще не 1 раз. Например, для своего будущего самоката, запитанного от аккумуляторов из убитых электронных сигарет. Ведь надо же к ним применить более что-то тяговое. Пропихнув такой пучок проводов, оказалось не так уж и просто. Те, кто переделывал, наверное, знают этот гемор. Да, в наше время даже в колесах стоит какая-нибудь электроника. Например, в этом аппарате. Она задобрена датчиками холла. Объяснять я, конечно, не буду, зачем они нужны. Давай-ка предлагай идеи, куда еще можно зацепить эти замечательные мотор-колеса. Думаю, что применения им могут быть сотни. Это только в моих идеях. Но есть же еще гениальные идеи у тебя, так что не стесняйся, пиши. Например, один паренек со светлыми мыслями мне посоветовал сделать гончарный круг. Ну чем не классная идея, не так ли? Да, верх можно было просто сварить, но такое соединение задумано не так просто. В будущем тут будут крепиться держатели для орбитального моногироколеса. В общем, рама для моноколеса готова. Теперь надо как-то ставить электронику. Особо, думаю, тут комментировать нечего. Создам так называемую раму, после чего я планирую напечатать корпус на 3D принтере. Вся электроника в этом куске видео не рабочая. Это для того, чтобы, скажем так, в размеры попасть, присмотреться, что где не так садится. Да, ребятки-то в соцсети под названием Телега уже давно посмотрели некоторые кусочки видео и даже как я учился кататься. Так что давай-ка не стесняйся, переходи в Телегу.
Да и конечно же на YouTube подпишись, и это будет твоим поощрением за просмотр моего видео, так как монетизации в русском сегменте YouTube нет, и не забудь жахнуть колокольчик, чтобы оповещение это приходило. В общем, вот такой модуль получился. Теперь надо поработать с действующей электроникой гироскутера. К сожалению, Иван занят, да и у меня программатора нет. Давайте попробуем отцепить одно плечо, так как есть. Думаете, просто отцепил провода одного плеча и все? Нет, конечно же это не так. Электроника в данных балансирующих аппаратах очень умная. Наверное, даже умнее некоторых двухногих особей, если вы понимаете, о чем я. Начнем, пожалуй, с датчиков холла. Скажем так, будем обманывать. Контроллер считывает логически 0 или единицу. Если все это болтается в воздухе, то, конечно же, электроника выдаст ошибку. Экспериментально я попробую подать на 2 датчика холла логическую единицу и на 1 логический 0, тем самым показав присутствие данных электрических замкнутых цепей. Ну вот, колесо второго плеча крутит. Замечательно. Теперь надо подумать, как оторвать сам гироскоп от ненужного мне плеча. К сожалению, осциллограф с него показывает управляющие шим-сигналы, которые, к сожалению, будет сымитировать, очень сложно. Так что оставлю-ка я эту плату. Поставлю, скажем так, вот такой датчик препятствий вместо оптодатчика, который служит включением электроники для езды. Подцеплюсь к 5-вольтовому питанию, благо на плате гироскопа имеется такой стабилизатор. Без отцепленного колеса аппарат тоже не заведется, так что резисторным треугольником по 200 Ом каждое. Сымитирую, что колесо в данной системе как будто бы есть, надеюсь, что все прокатит. Да, и самое главное, это синяя изолента, без нее вообще никогда ничего не работает. В общем-то, модуль получился неплохой, но тут еще много работы, отпечатывать его весь надо. И в голову мне пришла совершенно дурацкая идея. А что если воспользоваться вот этим замечательным кейсом от ВПХР? Этот кейс середины 80-х годов выпуска. Представляете, как он сохранился? Кто служил или не прогуливал занятия по ОБЖ, наверняка знает, как пользоваться войсковым прибором химической разведки. Как надеюсь, что эти знания нам не понадобятся в скором будущем. Облегчу кейс, избавив его от ненужных креплений, и прямо по месту займусь установкой. Ну а зачем здесь точно все вымерять? Крепление под аккумуляторный блок я рассчитаю для стандартного источника питания. Так, на всякий случай. Конечно же, я попробую покататься на аккумуляторах из убитых электронных сигарет. Как я и говорил, буду устанавливать 2 платы гироскопов. Благо в кейсе места много. Без деактивации оптодатчика этот гироскоп будет показывать просто присутствие в схеме. После перепрошивки я, конечно же, все это изменю. Осталось установить управляющие элементы. В будущем еще будет стоять вольтметр, но пока обойдусь и без него. Ну, в общем-то, вся электроника для моноколеса установлена. Вот так она выглядит. Это не работающие компоненты, чтобы раскидать, что, где, как будет стоять. Сейчас буду ставить с работающего гироскутера. Для визуального контроля распечатаю защитный кожух, но чтобы светодиоды не болтались просто так. Но не было никогда у меня моноколеса, и я не знаю, как ноги должны зажимать данный аппарат. Так что опять же воспользуюсь хламом от офисных стульев, ну и старыми боксами от БТК кассет. А ты когда-нибудь слышал о таком формате? Зам с кресел мне, конечно же, не понравился, так что отрезал рукава со своей старой кожанки. Ведь натуральная кожа более мягче и приятнее. Завершающая установка датчика меня очень радует. Это, конечно же, не конечная сборка,
а для того, чтобы выяснить, что где не подходит, ну и услышать ваши советы, даже по тому же датчику, а какой лучше поставить. Сейчас электроника показывает ошибку, потому что не зацеплено моноколесо. Ну а так вроде все работает. Настало время женить эти два прибора. Целую кучу гироскутеров, из которых я делаю уже не одну интересную самоделку, мне подогнал Александр из города Сочи. Огромнейшее спасибо, дружище. Хоть это и было несколько лет, но я до сих пор из них что-нибудь собираю. Первый запуск. Какой страшный, сейчас как рванет куда-нибудь. Не знаю, сколько весит настоящее моноколесо, но мой аппарат весит около 6 килограмм. Думаю, аппарат получился, очень легким. Вроде маленький камикадзе отлично работает. Теперь надо где-то потренироваться на нем. Для переноски на большие дистанции я буду использовать вот этот ремень от калаша. Замотаю аппарат, чтобы его сразу не размундюкать, вспененным полиэтиленом. Первый день я катался 3 часа и хотел уже бросить все это дело, но не получается никак кататься у меня на этой приблуде. Да, к сожалению, у меня не получается на нем научиться кататься. Что же делать? Вот педали, мне кажется, очень маленькие. Может быть, их увеличить и попробовать. Педали из фанеры я вырежу временно, пока не решил, из чего же их можно сделать, чтобы они были красивыми. Ну и соответственно посмотреть, а насколько же лучше я смогу катать этот аппарат. К сожалению, резина у меня никак не соответствует ледовому покрытию. Да и похолодало до минус 17. Аккумулятор на таком холоде разряжается очень быстро, так что катать на улице вообще не вариант. В плане Б мой Гера Моно Монстр будет выглядеть более брутальнее. Вот с таким 26-дюймовым колесом. И крепление будет орбитальным. Сам-то как считаешь? А будет ли такой орбитальный проект жизнеспособен? Давай не стесняйся, излагай свои мысли, предложения, идеи буквами под видео. Ну и конечно же надо подписаться, чтобы увидеть, что с этого получится. Огромнейшее спасибо вот этим ребяткам, которые помогают мне финансово, ведь монетизации в России нет. С помощью вас я купил те же самые детали. Скоро я куплю гусеницы для моего будущего Гиромонстера. Ух, интересный проект, наверное, будет. Но я с тобой не прощаюсь. Главное, не болей. И храни тебя Господь. До встречи, дружище. Ты